Привет, друзья мои! Наконец-то мы выбрались на дачу. Наконец-то у нас сезон начался. Уже задолбался я зимовать, если честно. Хотел куда-то слетать, но у нас границы закрыты в Беларуси, поэтому только на самолете, а самолет у нас золотой, потому что Белавиа. Если, например, в какой-то Египет летать, сейчас украинцы в апреле летят за $400 за двоих, за 500, за 600. А в Беларуси у нас от $1000 на двоих это нормальное явление. Поэтому что, будем развлекаться как можем. Ждать, когда границы откроют, тогда начнем что-то. Сейчас пока бесполезно. Ну что, решил забодяжить шашлычок. Что-то меня ностальгия накрыла. Хочу советский шашлык. Сейчас покажу, как я его мариновал, и будем его готовить. Погнали. Ну вот, нарезаем кусочками, довольно-таки крупными, не очень мелкими. Вот смотрите, ну вот этот кусок, наверное, еще пополам. Если очень мелкие куски, то будет суховатое мясо, а вот такие средненькие, они более-менее сочные будут. И вот все эти куски мы вот так вот и нарежем. Это оптимальный размер, я уже много экспериментировал с размерами, с маринадами. Но вот этот вот рецепт, кстати, мне больше всего нравится. Ну вот этот вполне пойдет, его вдоль вот так на шампур одеть. Вот такие куски сейчас нарежу и замариную. Ну вот луковица. Я ее не буду кольцами резать, как большинство делает. Я ее натру на терке. Этот рецепт, по-моему, армянский, по-моему, если не ошибаюсь. Они вот натирают лук на терку. Можно на картофельную, можно на бурачную. В общем, чем меньше, чем мельче, тем лучше. Ну, я уже, кстати, привык к бурачной, потому что у меня на даче бурачная терка. И вот так вот натрем. И будет очень сочный маринад. Ну что, естественно, перчим. Перчика побольше. Кто любит поострее, можно красного перца. Но меня особо такой не любят. Просто для аромата. Есть. И вообще самые излюбленные приправы у меня для шашлыка это кориандр или хмели-сунели. И вот для меня вообще большое открытие это уцхо-сунели. Грузинская приправа. У нее аромат бомба. И вот я хочу из него в этот раз сделать. По сути, любые приправы, какие вам нравятся. Ну вот я захотел уцхо-сунели. У него очень приятный аромат. Это у нас, это, по-моему, есть просто пажитник там какой-то травяной, а это, если я не ошибаюсь, голубой пажитник. У него запах просто бомба. Так, и захотелось мне классику советской эпохи. Это с уксусом. Можно сделать на кефире, но, честно говоря, от кефира у меня изжога, когда маринуешь кефир. Кто-то с майонезом делает, но это извращение, я считаю. Ну, маринады могут быть разные, но вот мне захотелось детство вспомнить. Беру уксус, вот кружка воды и примерно грамм 50 уксуса. Примерно. Ну, опять же, это все на вкус. А, кстати, я же не посолил. Так, сначала мы посолим. Это все перемешаем хорошенечко. А потом в конце вот этот раствор с уксусом добавим. Так, сейчас это дело надо очень хорошо его перемешать. Уже запах пошел. Уже. И вот этой водичкой с уксусом. Оно настоится. Ну так, кстати, хорошо пожать. Оно очень быстро замаринуется, если очень быстро надо. Но так как у меня шашлыки завтра вечером будут, то через сутки, в принципе, он и так замаринуется неплохо. Вот, можно так пожмякать. Этой жидкости не будет. Вот этот весь маринад, он по сути впитается в мясо. Этой жидкости почти здесь не останется. Завтра будем делать вкуснейший шашлык. Открываем дачно-шашлычный люля-кебабный, или как это правильно, сезон. Сейчас еще люля-кебаб, кстати, сделаем. Замешаем. Все. Замариновал. Вроде бы ничего не забыл. Запах детства. Хорошо.
Но есть пару плюшек, чтобы вкус был не просто как из детства, но еще сочный, чтобы был шашлык. И есть пару моментов, которые, в принципе, мой отец, когда делал, даже их не знал. И вот я как бы это в процессе жизни уже поднатаскался. Ну вот для люля-кебаб мы сейчас заготовим лучка немножечко. Ну тут лучок мы уже мелко порежем просто. Я думаю, пол-луковицы тут должно хватить. Фарша немного я взял. Это свиной фарш, обычный покупной. Я не заморачиваюсь там самому что-то там мельчить его и так далее. Купил готовый фарш, у нас он неплохой продается. Любой говяжий, куриный, свиной, какой есть. И пока недорого они стоят вполне. И немножко помельчу получше. Ну что, перчим фарш. И сюда я добавлю хмелю сунели. Вот мне нравится тоже приправка. Добавляем по вкусу. Она не острая, можно в принципе побольше, поароматнее будет. Ну, думаю, достаточно. И вот лук. Я все-таки, ну тут грамм, наверное, 700-800 фарша. И луковицу все-таки целую взял. Немножечко присолю, чтобы сок пустила. Вот, уже увлажняется. И немножко еще пожму. Сейчас это все вымешаем. Я, кстати, не видел, что кто-то так делал, но это моя как бы уже фишка. Мне так нравится, меня так устраивает, мне получается. Поэтому я, кстати, рецепты, когда смотрю, я их никогда в точности не повторяю. Я все равно что-нибудь изголюсь и сделаю по-своему. Такая у меня натура странная. Так, немножко досаливаем фарш. Ну, тут главное не пересолить. Лучше не досолить, чем пересолить. Все, вымешиваем. Ручки стерильненькие, чистенькие, с мыльцем мытые. Все в порядке. Многие любят в перчатках поработать. Я это не люблю. Это для нас, для себя. Все любят мою стряпню. Что шашлыки, что люля-кебаб. Поэтому, значит, здесь главное хорошо вымешать, чтобы оно не разваливалось. Потому что у многих проблема, многие не любят это делать, потому что сваливается с шампура люля-кебаб. Чтобы этого не было, надо хорошо его вымешать. Вот так вот даже взять, его немножко побить. Кастрюлька маловато, не очень удобно. В общем, минут 5 я это дело буду вымешивать. Ну что, вроде вымесили. Вон оно, видите, как прилипает к рукам. Все, оно с шампура не слезет. Но при этом фарш должен быть все-таки холодный. Храним его в холодильнике и выложим с холодильника только непосредственно перед тем, как насаживать на шампур. Все, сейчас это под крышечку. И завтра все будет у нас вкусно. Так, сделаем закусочку сначала. Я люблю маринованный лучок с уксусом. Конечно, не очень полезно, но мне нравится. Не так часто этим страдаю, но к шашлыку можно побаловаться. Такими полукольцами сейчас нашинкуем. Мое семейство не сильно это любит, это уже чисто для меня. И все это в мисочку. Залью это все немножечко уксусом. Чуть-чуть буквально. Все. Чуть-чуть перчика, чуть-чуть соли. И все готово. Ну что, вот мы сейчас перчика. Чисто для аромата. Чуть-чуть символически. Щепотка соли. И оно буквально через час блюдо готово. Еще мое любимое блюдо. Это такой кетчунес. Ну, я его называю соус карри. Берем любой кетчуп. Самый простейший. Одну порцию. Ну, возьму, например, полпорции кетчупа и столько же майонеза. 1 к 1, в общем.
И фишка этого блюда, конечно же, чеснок и карри. Обязательно. Значит, сыпем карри по вкусу. Я люблю много карри, поэтому я насыплю его довольно много. Он будет насыщенный, очень такой ароматный. С любым мясом это просто на ура пойдет. И чесночок. Ну, буквально 3-4 зубчика тоже по вкусу. Все туда. И все это перемешаем и дадим настояться примерно час. Вот такой у нас получился соус. Ароматный, просто бомба. Ой, вкусняшка. Вот помните, сколько было маринада. Он впитался, его уже почти не осталось. Он так совсем чуть-чуть ложечки. И вот сейчас мы это дело, более узкие куски на краешек. И вот так его засаживаем. Сочный-сочный у нас шашлык получится. И вот буквально по пару кусков. Сильно плотно не будем загонять, чтобы там более-менее жар проходил везде. Ну, сколько? По 4 кусочка, я думаю, достаточно будет. Ну и вот с краешку потоньше. И так мы сейчас все сделаем. Ну что, с люля-кебаб немножко дело сложнее обстоит, конечно. Тут надо немножко приноровиться. Слишком толсто его не надо делать, иначе он свалится. Фарш такой вязкий получился. Свалиться не должен. Так, и периодически смачиваем руки водой, чтобы оно не свалилось. И вот здесь все. У меня, в принципе, на канале есть. Я ссылочку оставлю. Когда лет 5 назад мои первые шаги по люля-кебабу были. Так, немножко водичкой. Вот так мы его равномерно распределим. Так, и плотно-плотно. Плотно-плотно-плотно, не очень толсто. Шампур желательно, чтобы был потолще, кстати. Так, и немножечко вот так вот. Все. Теперь он у нас не свалится. Вот эти края вот так завернем, чтобы они не лопнули на огне. И все так делаем. Так, люля-кебаб пошел. Главное его не уронить, чтобы он не упал. Это у нас должно оно схватиться. Жорик, молчи. Я сам хочу шашлык. Так, жар хороший. Мясо должно запечься. Шашлык должен корочкой схватиться, чтобы соки не ушли. Все, процесс пошел. Главное не проморгать вспышку. Не, рано еще. Рано. Он должен хорошо схватиться там. Ну, видишь, с годами у нас люля-кебаб получше стал получаться. Раньше как-то так тоже стрёмненько. Даже пару раз падал. Сейчас уже поднатаскались немного. Все, отлично. Жар есть. Все будет судненько. Будет вах, мама Джан. Ждем, пока здесь корочка появится. А здесь уже можно перевернуть, чтобы он схватился. Вот, он уже твердый стал. Все, процесс пошел. Ну вот, этот начал посередке немножко разъезжаться, но вовремя он схватился и уже никуда не денется. Это где-то я что-то, видимо, не дожал и так далее. Ну, накосячил, бывает такое. Но процесс идет. Пока сок белый капает, он не готов. Как сок прозрачный начнет капать, все, продукт готов. С шашлыком немножко подольше. Здесь немножечко огаринки, это кусочки сала, я их не обрезал просто, поэтому они немножко обуглились. А так, все, оно запечаталось. И весь сок останется внутри, никуда он не денется. И потом просто, когда все схватится со всех сторон, мы будем уже ворочать равномерно. Там, каждую минуту буквально. Так. Люля-кебаб у нас готов. Ай, какой сочненький получился. Апа. Так. Это сюда.
Это сюда. Прям стреляет. Ой, вах. Ой, какая вкуснота. О, видишь, немножко треснул, но ничего, зато не упал. Главное, что все в порядке. А шашлыки пока еще делаем. Так, ну что, проверим сочность. Смотрите его. Вот. Видите, сок с него прям. Нежный, сочный. Это что надо? Бомба. Супер. Ну вот, разрезали. Уже красного нет. Все, готово. Снимаем. Ай, хорошо. Где немножко обгорело, это салка, ничего страшного. А вон оно вообще соскабливается, видите? Ну, бывает, ничего страшного. Так что, ну, в общем, шашлык удался. За зиму навыки не потерял. Так что теперь будем почаще это все делать. Вот смотрите, насколько сочный шашлык. Сверху корочка, внутри сочно. Смотрите. Видите? Прям сок капает. Вот он. Вот это самый сочный шашлык. А нежный. Хотя это окорок. Сочнейший. Единственное, я проморгал немножко. Надо было, где сальцо, надо было посрезать. Ну, хрен с ним. Это ж не для ресторана, это для себя. Вкуснятина. Погнали. Ай, ну что, детей просим удалиться. Сейчас под водочку, под шашлычок. И сезон считаю открытым. Ну что, шашлычок готов. Вот берем вот этот бомбезный соус. Вот так его макаем. Я под этот соус ложками ел. И маринованный лучок. А так мало фарша. Вкуснота. Приятного всем аппетита. Жалко, что камера не передает запахи. Все, удачи, всем пока.